Итак, друзья, теперь вот мы непосредственно с вами уже находимся в Каманах. Смотрите, первая наша остановочка будет на Смотровой, там вы сможете пофотографироваться, и затем я небольшое объявление дам. Но смотрите, здесь покоились мощи трех святейших просветителей, святейших людей: Иоанн Златоуст, Иоанн Василиск, Иоанн Креститель. Смотрите, друзья, по истории Византии, Рима и так далее, мы же прекрасно с вами знаем, кто является родоначальниками единой религии. Единой религии, христианства и тому подобного. Все это исходило из Римской империи в первую очередь. Почему? Потому что она раскалывалась. Было множество различных национальностей, городов, полисов, и все они исповедовали что-то свое, у них все было разное видение мира, и правительству требовалось как-то объединить людей, для чего и было решено создать единую религию. Но каждый август, каждый правитель, будь то Рима или Византии, вел разную политику. Привет, друзья! С вами я, Надежда, и мой канал Сочи и путешествия. Сегодня мы приехали на экскурсию в Каманы, в Абхазии, в святые места. Сейчас у нас первая остановочка. Посмотрите, какое красивое ущелье, просто красивое. Мы находимся в Каманах. Это первая смотровая площадка. Святые места. Крест – это путь паломников. Крестами обозначен, чтобы знать, как идти к назначенному пути. Поэтому, друзья, смотрите, если мне не изменяет память, то и Златоуст, и Василиск умерли здесь, на территории Каман, с разницей в 100 лет. Один в 308, другой в 407 годах. Чтобы вы понимали, они были сосланы не сами в Каманы, здесь пролегал их путь. Поэтому, но путь был очень усложнен, потому что они не на конях передвигались, как легионеры, которые тащили их за собой. Над ними постоянно издевались, измывались, мучили, калечили, чтобы, так сказать, им еще сложнее было добираться. Плюс жара, плюс комары. И, естественно, они молились о том, чтобы эти мучения закончились. Василиск так вообще перед своей, так сказать, смертью совершил несколько чудес. Первое, когда он стоял рядом со скалой, он попросил Господа о чуде, чтобы цепи, которыми его сковали, были разрушены. Так и случилось. Цепи разрушились, а за спиной Василиска вырос огромный дуб колоссальных размеров. А из скалы, что была рядом, начала бить ключом вода, и образовалось 12 отверстий в честь 12 апостолов. Это святая вода, чистейший источник. Как мне рассказывали в свое время, я на своей шкуре это испытал. 94 ступени — это 94 обязательных греха человека за жизнь. Те, кто туда поднимаются, они обязательно должны посчитать. Сколько она считает, столько грехов им предстоит, будет предстоять, или они уже сделали. Ну, кому как. Поэтому, я когда в первый раз поднялся, я насчитал 100. За 3 месяца моей работы и поездки в Каман я начал считать по 80 ступеней. Короче говоря, кое-какой процент я отмолил. Еле поднялась. Сил нет, духу нет. Ужас. Вот что-то такое. Итак, друзья, мы сейчас с вами проследуем к храму. Деревянный храм стоит на месте более старого храма, 4 век нашей эры, построенный. Там находятся мощи святого Василиска. Я также покажу вам, где они находятся. Вы помолитесь, осмотритесь, и дальше уже мы продолжим путешествие. У вас тут, друзья, 10 минут. Главное, что девушка вылечилась. Вылечилась, да. Вот я Он ее хотел похоронить около списка, а построил до здравия Василиска, он сказал, что это вылечилась. Сюда привет. Друзья, я вас буду внизу ждать. Нет, как бы... Не поправить.
Василиска, да? Это подлинник. Это его мощи. Да. Там он похоронен Здесь. глубоко. Мощи Иоанна Василиска похоронены вот в этом месте. Здесь молятся об исцелении своих больных, кто болеет. Друзья, в этом видео мы побывали на могиле Иоанна Василиска и в деревянном храме. В следующем видео мы побываем в храме Иоанна Златоуста и увидим мужской и женский монастыри, а потом поедем к святому источнику. И чтобы не пропустить эти видео, подписывайтесь на мой канал, жмите на колокольчик и ставьте лайки. Пока-пока, до встречи!